Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены! С вами Дистилеша. Возвращаемся назад в подвалы. Сегодня мы с вами переезжаем во Францию и поговорим о кальвадосе. Кальвадос – это яблочный или грушевый бренди, получаемый путем перегонки сидра во Франции, в апелласьоне кальвадос и некоторых других в Нижней Нормандии. То есть кальвадосом может называться только перегнанный сидр из яблок и груш во Франции, в Нормандии и собранных только в Нижней Нормандии. А все остальное, в принципе, можно называть яблоневками, грушевками и чем-то другим. Кальвадос родился во Франции в 1553 году. Кальвадос, пожалуй, самый гастрономичный бренди во Франции. А официальное название кальвадос закрепилось в 1942 году в правилах подлинности Appellation d'origine contrôlée (AOC). Апелласьон – это довольно замороченная штука. Это географическая область, где продукция произведена по определенным правилам игры, по стандартам, соблюдая которые производитель, находясь в этой области, получает свой апелласьон на своей бутылке. Апелласьоны могут быть вложенные один в другой, могут быть обособленные. В Нижней Нормандии производство кальвадоса разрешено в 3 апелласьонах. Первое – это апелласьон кальвадос, где разрешена непрерывная ректификация, где она и происходит. Апелласьон Пейдош, где разрешена только дистилляция в шаранских аламбиках. И третий апелласьон – это Дом Франте, где ректифицируется грушевый дистиллят. Почему я так занудил? Потому что если вы хотите попробовать именно кальвадос, который именно дистиллирован из яблочного сидра, то вам обязательно нужно проверять, чтобы на бутылке было написано, что этот кальвадос дистиллирован в регионе, в апелласьоне Пейдош. Зачем пробовать кальвадос именно дистиллированный и именно из яблочного сидра, спросите вы? Мы много говорили о дистилляции, и вы уже прекрасно знаете, что хороший дистиллят – это правильно отобранное тело при очень медленных скоростях с великолепной вкусоароматикой или органолептикой. А спирт, он и в Африке спирт. Спиртягу вы можете найти в любом соседнем магазине. Сегодня мы поговорим о кальвадосе Père Magloire. Сегодня я открою эту бутылку при вас. Сегодня мы услышим звук открывающейся бутылки на самой высокой ноте в ее жизни. Открываем. О как. Сразу нальем. И вот так вот оставим. Брендом владеет Spirit France. У меня на столе Calvados Père Magloire VSOP Very Old Superior Pale. Бледноватый такой. VSOP означает, что как минимум спирты выдерживались около 4 лет. Кстати, я вот открыл бутылку, я здесь вижу такие вот пузырьки, такая легкая газация, представляете? В крепкаче. Градусность 40 градусов. Что самое интересное, во Франции крепость 40 градусов зафиксирована, и больше этой крепости выпускать дистиллят на рынок нельзя. Это зафиксировано в национальном межпрофессиональном бюро коньяка почему-то. Допустимо выпускать крепкие спиртные напитки градусностью выше, но для этого нужно пройти какую-то стадию согласования, и, видимо, это очень непросто. Лично я считаю, что всеми этими Fine, VS, VSOP, Extra, XXO, XO, Наполеон французы пудрят людям мозги. Напишите его просто на бутылке, дата разлива, минимальное количество лет выдержки спиртов, которые содержатся в этой бутылке. В этом смысле производители виски куда более информативно насыщают свою продукцию, свою упаковку. Расскажем о производстве. Кальвадос делается из яблок, из обыкновенных яблок, только промышленных. Яблоки собираются, отжимаются, сок сбраживается до сидра. Для производства кальвадосов используются десятки сортов яблок. В Père Magloire используются яблоки сладкие и горько-сладкие. Причем процесс брожения происходит без участия искусственных дрожжей. На поверхности яблок живут естественные бактерии, грибки,
которые можно также назвать дикие дрожжи, которые бродят в сусле. Такое естественное брожение происходит минимум полгода. В сидр сбраживают по белой схеме, то есть не используют жмых, косточки, черенки, то есть используют чистый сок. На независимых предприятиях, которые называются сидерии, далее сидр перегоняется в кальвадос. Спирт-сирец после первой перегонки имеет градусность 20-30%, называют его бруи. После второй перегонки градусность дистиллята чуть более 70 градусов. Мы сталкивались с шаранским аламбиком в обзоре про Арманьяк Делор Эксо. Единственное, что там половина спиртов ректифицировалась на медной колонии арманьякского типа. Давайте, раз пошла такая пьянка, я расскажу вам о шаранском аламбике и его устройстве. По сути дела, шаранский аламбик — это тот же самый переконный куб причудливой формы, который придумали еще египтяне в 3 веке до нашей эры. Перегонка происходит путем неспешного, так скажем, кипения браги, в нашем случае сидра. Пары спиртов поступают по медной трубке, как обычно, в охладитель и конденсируются. Производство на шаранте имеет один нюанс, который заключается в том, что сидр или вино перед кипячением должно быть разогретым, поэтому трубку, по которой идут горячие пары из аламбика, проводят внутри емкости с брагой. Холодная брага помогает конденсироваться парам спирта, а разогретая парами трубка помогает нагревать вино, сидр и готовить его к дистилляции. Перед попаданием в бочку дистиллят Eau-de-vie, как вы помните, незначительно редуцируют, то есть разбавляют водой и отправляют на полгода на нормализацию в огромные бочки на 10 тысяч литров. Выдержка происходит в бочках из французского дуба на 450 литров. Бочки поставляются из зоны Трансе. Мастер погреба Жан-Люк Фуссе. Производители кальвадоса довольно консервативны и не используют бочки от других производителей или из-под других напитков для выдержки своих спиртов или до выдержки. Как, впрочем, мало кто использует бочки из-под кальвадоса. Хотя, например, в индустрии виски прогрессивные, так скажем, ирландцы вовсю используют бочки от кальвадоса для довыдержки своих виски. Это тот же West Cork, Тиллинг. У них есть некоторые релизы в кальвадосных финишах, так скажем. Ну и из шотландцев можно вспомнить Аран Лохранзу, у которых еще в бутылках предыдущего дизайна есть финиш в кальвадосе. Давайте приступим к изучению нашей коробочки. Здесь написано, что кальвадос — это старейшая французская бренди, возраст которого уже более 500 лет. История бренда и название происходит от щедрого и гениального трактирщика папаша Маглуар, так его и зовут. Здесь же он и нарисован на их логотипе в своей причудливой нормандской шапочке. История бренда начинается с 1821 года. Торговая марка Père Magloire гордится тем, что они одни из первых зарегистрировали бренд во Франции. Вот кто бы думал, да? Здесь есть золотая медаль, наклеечка Spirit Selection, брюссельское мероприятие. На бутылке ничего, кроме того, что мы увидели на коробке, не видим. 40 градусов. Здесь есть какая-то еще информация, но она заклеена противной наклеечкой. Это импортера Ладога. Дата розлива 15 января 2020 года. Почему противной? Потому что ее невозможно склеить, чтобы прочитать, что под ней написано. Давайте разберемся с нашим напитком. Цвет золотисто-кукурузный. Будем считать, что здесь у нас подышавшая версия. Сюда нальем свеженького. Послушаем нос. Яблоки, слегка подгнившие в сыром погребе. Этот запах, кстати, характерен для большинства молодых кальвадосов. Апелласьона Пайдош. Какой-то запах шампанского. Вы знаете, я еще долго мучился над этим запахом, и я долго не мог понять, что это что-то очень знакомое и родное. Потом понял, это брусника. Прям брусника. Вот обратите внимание, почему-то никто об этом не говорит. Зерновые ноты очень ярко чувствуются, перловая каша, пельмени.
яблочный черенок. Вкус перекликается с ароматом. Терпкий, по-яблочному сладкий, горьковатый, вяжущий, такой довольно насыщенный. Не сказать, что плотный, довольно рисковатый. Кстати, во вкусе чувствуется та же самая брусника и вкус такого брусничного варенья, какого-то джема, абрикосового, возможно. С водой. Такая красивая пипеточка. Пол пипетки это где-то 1 миллилитр. Я здесь по максимуму налью. Где-то 3 миллилитра, 1 чайную ложку. Запах так хорошо разбавляется и теряются тона уже погребных яблок, а брусника остается. Вот с водой он уже становится похож больше на сидр, становится более мягким, менее резким. Специально прихватил бутылочку французского сидра из Нормандии. Давайте проверим, есть ли какие-то сходства с сидром или нет. Крафтовый. Да тут вообще брага такая вообще. Есть есть перекличка, но сидр он более такой мягкий и сладенький, такой как газировочка. Да, есть перекличка действительно. Давайте немного разберемся с подышавшей версией. Давайте еще немного подождем. Подождали и будет. Погребные яблоки, кстати, разошлись. А вот перловые тона остались. Яблоки меньше чувствуются терпкие ноты, черенок яблочный. Неплохо. Послевкусие такое терпкое, сухое, продолжительное. Айвовое, можно сказать. В принципе, на нос можно подумать, что это виски. Вот в заблуждение вводят эти зерновые тона. Если из тюльпана перелить в Гленкерн, в Ноузенгласс, то зерновые тона еще лучше чувствуются. Гленкерн это же у нас шотландский товарищ. Он любой напиток, наверное, в виски превращает. В целом, впечатлением от этого кальвадоса не сказать, что он какой-то сложный, довольно простой, не многогранный. Ведь тут не хватает явно ему лет. С сидром сходство, безусловно, есть. Но, кстати, вот в этом сидре очень хорошо чувствуются дрожжи. Не знаю, естественные ли они, наверное, естественные. Но, в принципе, опять же, для первого знакомства, наверное, этот кальвадос самый подходящий учитель. По поводу оценки 78 баллов. 78 баллов для благородного выдержанного дистиллята. Кстати, в российской линейке у папаши Маглуа есть также VS-ка. Здесь они представлены три базовых релиза. Это VS-ка, точнее Fine VS, VSOP и EXO. В премиальном сегменте Ладога в Россию привезла двенашку, Heritage Extra и EXO Memoir. Все, естественно, как вы уже догадались, по 40 градусов. Heritage Extra мне понравился больше всего. Он такой более яркий, что ли, многослойный, утонченный. Хотя надо сказать, что вот этим вот премиальным релизом не хватает бочковой крепости, и очень хотелось бы, конечно, попробовать именно в бочковой крепости. А цена, знаете, такая, она приличная.
То есть Heritage Extra, например, Wine Style стоит в районе 18 500. То есть за эти 18 500 можно, из мира в виски какой-нибудь неплохой бочковой вискарь найти 18-летний. В более выдержанной тройке, опять что хочется сказать, что не чувствуется уже вот этого такого грубоватого аромата погребных яблок и вот этой брусники. По поводу цены, цена за эту бутылку я нашел самую дешевую в Ашане за 2 650. В бутиках, вот где я был, Ароматный мир, еще где-то они стоили как минимум на 1000 дороже. Итак, напоминаю, если вы хотите попробовать кальвадос, то берите кальвадос именно из апелласьона Пейдош, чтобы на бутылке было написано об этом. Пейдош, вот здесь вот есть такое. Не берите кальвадос дербенский, это просто спиртяга с каким-то яблочным соком. Не берите кальвадос белорусский, Пом де Виктор. В принципе, это напиток для того, чтобы бухнуть. Бухнуть за эти деньги, наверное, можно с чем-нибудь поинтереснее. То есть, если вы берете кальвадос белорусский, Пом де Виктор, и вы хотите попробовать кальвадос, вы не попробуете кальвадос. Вы просто подумайте, что это какая-то водяра или там какое-то бухло просто галимое. И вы ничего не поймете. То есть вы просто никогда больше не вернетесь к кальвадосу и будете всем рассказывать, что это какой-то шмурдяк. Купите какого-нибудь коньяку лучше на эти деньги. Итак, что касательно кальвадоса в гастрономии, это классический французский аперитив. Под закуску к кальвадосу традиционно используют в Нормандии сыры. Это бри, камамбер или варо. Возьмите какой-нибудь камамбер, попробуйте с кальвадосом. Также в качестве аперитива предлагают использовать кальвадос к рыбе. Что касательно коктейлей. Коктейли можно... Классический, самый простой коктейль — это кальвадос со льдом и тоником. Можно добавить немного сиропа розового грейпфрута. Из коктейлей также популярны Angel Face, Нормандский флип и Jack Rose. Сидр, кстати, неплохой, хотя сухой. Итак, заглядывайте в наш магазинчик товаров и аксессуаров для любителей, ценителей, профессионалов, дегустаторов крепких, выдержанных и невыдержанных дистиллятов. Ссылка в описании. Мой совет: не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками, только правильные дистилляты.